Всем привет, меня зовут Люба, вы на моем канале вязания. Сегодня покажу вам, как вяжется вот эта роскошь. Очень красивый, а главное очень простой в исполнении узор. Шикарнейшая просто сетка. Настоящая паутина. Такие вот узелковые элементы. Очень интересно. Вяжется супер-супер просто. Здесь у меня стопроцентная летняя пряжа, хлопок. Смотрится потрясающе шикарно. Идеальный вариант для вязания такой накидки на топик. У меня подобная вещь есть. Очень здорово смотрится. Вид с изнаночной стороны. Также я подготовила образец из пушистой пряжи. Посмотрите, просто потрясающе. В пушистой пряже выглядит этот узор не менее интересно и эффектно. Просто шикарно. Больше никак не назвать. И еще один образец у меня есть в полушерсти. Но думаю, вот эта пряжа немного проигрывает. Либо узор не очень смотрится эффектно. Может быть, как-то грубовато. Мне кажется, вот в пушистой и в гладкой пряже этот узор смотрится все-таки интереснее, нежели вот в такой зимней пряже. Для вязания нам необходимо набрать четное количество петель, то есть абсолютно любое, которое делится на 2. Я наберу 14 петель обычным способом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Все, 14 петель у нас на спицах. Одну спицу достаю. И для начала нам нужно провязать 2 подготовительных ряда. Итак, я вяжу первый ряд лицевые петли. Первую кромочную вы либо провязываете, как я, лицевой петлей, либо снимаете. И первый ряд, 2 подготовительных ряда, напомню, лицевые петли до конца ряда. 2 нулевых базовых ряда мы провяжем. Первый подготовительный ряд провязан. Второй ряд мы провяжем кромочную, сняли все петли изнаночной, то есть 2 ряда лицевой глади. Второй подготовительный ряд. В дальнейшем мы эти ряды провязывать не будем. И начинаем вывязывать наш узор. Кромочную петлю мы снимаем. Сейчас заводим правую спицу в пространство между 2 и 3 петлями. Вот сюда. Вытягиваем рабочую нить. Делаем накид. И провязываем следующие 2 петли лицевой. Раз. И вторая тоже лицевой. 2. Поддеваем первые вот эти 2 петли, длинную петлю и накид левой спицей. Поддевается очень просто. Перекидываем через 2 провязанные лицевые. И вот таким образом скидываем. Не смотрите на то, что вот они сейчас вот так достаточно воздушно расположены. Потом все это подтянется. Итак, снова продолжаем вязать. Между 2 и 3 петлей вставляем правую спицу. Вытягиваем длинную петлю. Накид. То есть спицу я завожу за рабочую нить. Провязываем следующие 2 петли лицевой. Раз. Лицевой за правую стенку. 2. 2 первые петли, вот это вытянутая, плюс накид. Мы перекидываем левой спицей через 2 провязанные лицевые. И так продолжаем до конца ряда.
и накинули. И снова между второй и третьей петлей вставили правую спицу, петля, накид, 1 лицевая, 2 лицевая, перекинули первые 2 петли через 2 провязанные лицевые петли. Повторяем: петля, накид, лицевая, лицевая, перекидываем 2 первые петли через провязанные лицевые, скинули. И последний раппорт между второй и последней петлей кромочной, длинная петля, накид, лицевая, лицевая, первые 2 петли перекидываем на провязанные лицевые, и кромочную я вяжу изнаночной. Первый ряд провязан, второй ряд кромочную сняли, и все петли до конца ряда мы вяжем изнаночной петлей. За правые стенки изнаночная до конца ряда. За счет этого ряда все вот эти узелки воздушные, они подтягиваются и как бы вытягиваются лепесточки. Кромочная. Первая часть раппорта провязана. Посмотрите, что у нас уже получается. Третий ряд кромочную мы сняли. И далее первую петлю мы провязываем лицевой. То есть мы сейчас будем делать смещение узора на 1 петлю. Далее вводим правую спицу между второй и третьей петлей. То есть делаем все то же самое, что и в первом ряду. Вытянули петлю, накид, 2 лицевые, 1, 2. Протягиваем вот эти 2 петли первые через 2 провязанные лицевые, скинули. Повторяем до конца ряда. Между второй и третьей спица, длинная петля, накид, лицевая, лицевая, 2 первые петли накидываем на 2 лицевые провязанные. Между второй и третьей спица, вытянули, накид, лицевая, лицевая, 2 первые петли на 2 лицевых, длинная петля, накид, лицевая, лицевая, 2 первые петли на 2 лицевых, скинули. Последний раппорт: петля, накид, лицевая, лицевая, 2 петли на лицевые, и в конце у нас остается 1 лицевая. То есть как бы петля для симметрии и кромочная. Третий ряд провязан, и последний 4-й ряд кромочную сняли, и все петли мы вяжем изнаночной петлей. Вот такой узорчик получается. Как вы видите, вяжется он супер просто, узор запоминается очень быстро. Еще раз покажу этот узор в разных пряжах. Здесь 100% мерсеризованный хлопок. Очень красиво смотрится. Это идеальный вариант для палантинов, накидок, шалей, шарфов. То есть зимний вариант. И в летней пряже отличный летний вариант. Очень универсальный и очень красивый узор. Просто шикарный. Если этот узор вам понравился, не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал, если до сих пор не подписаны. И до встречи. Пока-пока.